Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы с вами свяжем пинетки кроссовки вот с такими дополнительными элементами. Подошва здесь размером 10,5 сантиметров. Вязала я из пряжи пехорка весенняя. Это мерсеризованный хлопок. Далее нам понадобится крючок. Крючок нам нужен только одного размера. Это у меня крючок 2 миллиметра. А также пряжа. Пряжа 3 цветов. Какие у вас будут цвета, вы выбираете сами. И давайте приступим к вязанию. Вязать мы начнем подошву. Для этого делаем начальную петлю и набираем 20 воздушных петель. Конечно, черный цвет не совсем подходит для того, чтобы показывать, как вязать, но я буду все подробно говорить, объяснять, поэтому слушайте внимательно. Итак, 20 воздушных петель мы набрали. Дальше первую самую петлю пропускаем, начинаем вязать со второй петли. Вяжем 9 столбиков без накида. Каждую петлю по одному столбику без накида. Итак, провязали. Далее вяжем один полустолбик с накидом. Делаем накид. И далее провязываем все 3 петли вместе. Один полустолбик с накидом провязали. Далее нам осталось провязать 9 столбиков с накидом. Итак, у нас осталась последняя петля, в которой мы должны провязать 9 столбик с накидом. И в эту же петлю мы провяжем еще 5 столбиков с накидом. И получится, что в одной петле у нас 6 столбиков с накидом. Итак, мы провязали 6 столбиков с накидом в одну петлю. Далее нам нужно провязать 8 столбиков с накидом. Ниточку, которая торчит у нас, мы прячем по ходу вязания. И давайте сейчас самостоятельно мы провяжем 8 столбиков с накидом. 8 столбиков с накидом провязали. Далее вяжем 1 полустолбик с накидом. Делаем накид. И через все 3 петли протягиваем нить. Сделали. Далее нам нужно провязать 9 столбиков без накида. В последнюю петлю, 9-ю, мы будем также делать прибавление. Восемь столбиков без накида я провязала. Осталось провязать 9-й столбик без накида в последнюю петлю.
И в эту же петлю мы делаем вяжем еще 3 столбика без накида. И у нас в одной петле получится 4 столбика без накида. Провязали. Далее делаем 2 соединительных столбика в одну и во вторую петлю. 1 и второй в следующую петлю. Первый ряд мы провязали. Далее вяжем второй ряд. Для этого набираем 3 воздушные петли подъема и вяжем 16 столбиков с накидом. Когда мы сейчас провяжем 16 столбиков с накидом, мы будем делать прибавление на мыске. И давайте провяжем самостоятельно до прибавления. 16 столбиков с накидом провязали, далее будем делать прибавление. Так как мы в одну петлю вязали 6 столбиков с накидом, и сейчас мы также будем делать 6 прибавлений. В одну петлю мы будем провязывать по 2 столбика с накидом. И так мы будем повторять 6 раз. В следующую петлю также вяжем 2 столбика с накидом. В следующую, третью петлю также вяжем 2 столбика с накидом. И так провязываем, пока не сделаем 6 прибавлений. Последнее прибавление. Все прибавления сделали. Далее нам нужно провязать 17 столбиков с накидом. И на пяточке мы также будем делать прибавление. Давайте провяжем самостоятельно 17 столбиков с накидом и встретимся с вами. 17 столбиков с накидом провязали. Далее будем делать прибавление. Прибавление делаем таким же образом, как и на мыске. Только здесь у нас получится 5 прибавлений. Делаем накид и вяжем 2 столбика с накидом в одну петлю. И еще раз второй столбик с накидом в одну петлю. Одно прибавление провязали. Далее делаем второе прибавление. Третье прибавление. В одну петлю по 2 столбика с накидом. Четвертое. И последнее, пятое прибавление. В одну петлю 2 столбика с накидом. Все, далее нам осталось сделать соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Соединительный столбик я делаю не так, как раньше, за одну только стеночку петли, а я делаю сразу, завожу крючок за 2 стенки петли. Вот таким образом. И делаю соединительный столбик. Таким образом вязание получается намного ровнее, ну и смотрится лучше. Я потом еще дальше вам буду показывать, как я это делаю. Далее вяжем третий ряд. Набираем 3 воздушные петли подъема и вяжем 17 столбиков с накидом. На мыске мы снова будем делать прибавление. И давайте провяжем самостоятельно. «17 столбиков с накидом провязали, далее делаем прибавление. Мы здесь также будем делать 6 прибавлений, только мы будем делать прибавление через одну петлю. В одну петлю вяжем 2 столбика с накидом, в следующую петлю мы вяжем только 1 столбик с накидом. В третью петлю вяжем снова прибавление, 2 столбика с накидом в одну петлю. В следующую петлю вяжем только 1 столбик с накидом. В следующую снова делаем прибавление и так чередуем через одну петлю. И нам нужно сделать всего 6 прибавлений.
Итак, все прибавления мы сделали. Далее нам нужно провязать 18 столбиков с накидом до следующего прибавления. И давайте провяжем самостоятельно. 18 столбиков с накидом провязали. Далее делаем прибавление на пяточки. На пяточке мы делаем 5 прибавлений, также чередуя через одну петлю. В одну петлю мы вяжем 2 столбика с накидом. В следующую петлю мы вяжем только 1 столбик с накидом. В следующую снова 2 столбика с накидом в одну петлю. В следующую только 1 столбик с накидом. И так далее. Итак, все прибавления мы сделали. Далее делаем соединительный столбик за третью воздушную петлю подъема. Также здесь я делаю соединительный столбик за 2 стеночки петли. Таким образом. Сделали. Итак, все, подошва у нас готова. Как вязать такую подошву, у меня есть отдельное видео на канале, можете посмотреть, если кому-то непонятно. Ну а мы вяжем дальше. Набираем 2 воздушные петли подъема и будем сейчас вязать первый ряд от подошвы за одну стенку петли, за дальнюю стенку петли. Не за всю петлю, а только за одну дальнюю стеночку. Таким образом мы выполняем подъем от подошвы к основанию. И так нам нужно провязать первый ряд от подошвы за одну только стенку петли, за дальнюю стеночку петли. И давайте провяжем самостоятельно. И да, еще забыла сказать, что всего у нас должно получиться 66 столбиков без накида и плюс 2 воздушные петли подъема, их мы считаем за столбик без накида. Получается всего 67 столбиков без накида. Довязала я до конца ряда. Далее делаем соединительный столбик. Также я буду делать за 2 стеночки одной петли. Сделали. Делаем еще одну воздушную петлю и отрезаем нить. Далее мы начнем вязать уже другим цветом пряжи. Для этого нам нужно найти ровненько серединку на пятке. Получается, серединка это одна петля. Вот она. Находим ровно середину. Это нам понадобится для дальнейшего вязания, чтобы пинетка у нас была ровная и никуда не косила ни влево, ни вправо. И такая пинетка у нас подойдет как для левой, так и для правой ножки одинаково, потому что они будут две пинетки ровные. Итак, начинаем вязать. Набираем 2 воздушные петли подъема и вяжем второй ряд. Второй ряд мы вяжем просто столбиками без накида за всю петлю уже полностью. Не так, как мы вязали первый ряд черной пряжей за одну дальнюю стенку петли. Здесь уже вяжем полностью за всю петлю, как вяжем обычно. Ниточки все прячем по ходу вязания. Здесь у нас также получится 66 столбиков без накида и плюс 2 воздушные петли подъема, которые мы считаем за столбик без накида. Получается 67. И давайте провяжем самостоятельно второй ряд. Итак, второй ряд мы довязали до конца ряда. И сейчас делаем соединительный столбик за 2 стеночки
петли за вторую воздушную петлю подъема. Соединительный столбик сделали. Далее третий, четвертый и пятый ряд мы вяжем одинаково, так же как мы вязали второй ряд. Просто столбиками без накида за всю петельку. И давайте свяжем самостоятельно еще 3 ряда. Итак, смотрите, я провязала 5 рядов от подошвы. И сейчас нам нужно найти середину на мыске. Для того, чтобы уже точно найти серединку на мыске, мы можем отсчитать от начала вязания 33 петли. И у нас получится ровненькая середина. Итак, и отсчитываем от серединки 10 петель. 10 петель вправо. Сюда поставим маркер. И, соответственно, 10 петель влево. Итак, поставили. Получается, всего на мысок у нас уйдет 20 петель. И сейчас мы вяжем таким образом. Набираем 3 воздушные петли. И дальше вяжем 8 столбиков с накидом. На пяточке мы вяжем это для того, чтобы у нас задник получился повыше, чтобы у нас пинетка не спадала. Провязали. Далее мы будем вязать до маркера столбики без накида. Здесь у нас осталось 15 петель, поэтому вяжем 15 столбиков без накида. И давайте провяжем самостоятельно до маркера. Довязали мы до маркера. Далее мы будем делать убавление на мыске. Маркер можно пока снять, потом снова наденем. Итак, убавление будем делать столбиками с накидом. Получится здесь 10 убавлений. Делаем накид, заводим крючок, достаем петельку, провязываем только через 2 петли. 2 петли остаются на крючке. Далее снова делаем накид и заводим крючок уже в следующую петлю. Достаем петельку, провязываем через 2 петли, 3 петельки остаются на крючке, провязываем через 3 петли. Одно убавление мы сделали. Сюда ставим маркер. И делаем дальше таким же образом убавления. 2 петли остаются на крючке, далее снова накид, следующую петлю провязываем через 2 петли и через оставшиеся 3 петли. Второе убавление сделали. Далее третье убавление. Через 2 петли, далее накид, в следующую петлю заводим крючок, через 2 петли и через 3 петли. Третье убавление сделали. И так вяжем, пока не сделаем 10 убавлений. Десять убавлений мы сделали. Вот что получается. И далее вяжем так же, как мы и вязали с противоположной стороны. Вяжем 15 столбиков без накида, а дальше мы будем вязать столбики с накидом. В конце ряда у нас останется 8 петель, куда мы должны провязать столбики с накидом, как и с этой стороны. Итак, провязала 15 столбиков без накида, осталось 8 петель, провязываем столбики с накидом. 8 столбиков с накидом.
Провязали. Далее делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Также за 2 стеночки. Сделали. Это мы провязали 6-й ряд. Далее вяжем 7-й ряд. 7-й ряд мы будем вязать просто столбиками без накида. Набираем 2 воздушные петли подъема и вяжем полностью по кругу столбики без накида. Здесь у нас получится уже 56 столбиков без накида, ну и плюс 2 воздушные петли подъема 57 столбиков. Давайте провяжем. И не забывайте переставить маркер. Итак, провязали. Далее вяжем 8-й ряд. Набираем 3 воздушные петли подъема и вяжем 8 столбиков с накидом. Итак, провязали. Далее вяжем 4 столбика без накида. Провязали. Дальше мы снова будем вязать столбики с накидом. Вяжем 8 столбиков с накидом. У нас до маркера еще останется 3 петли. Эти 3 петли с одной стороны и 3 петли с другой стороны, они все пойдут на убавление, что мы будем делать на мыске. Получается, на мыс у нас останется 16 петель, и мы будем делать 8 убавлений. Итак, довязали. Вот они, 3 петли до маркера. Маркер снимаем. И сейчас сразу начнем делать убавление. 3 петли с одной, 3 петли с другой стороны. И, как я говорила, что всего 16 петель пойдет. Итак, делаем убавление так, как и делали. Накид через 2 петли, через 2 петли, оставшиеся 3 убавления делаем столбиками с накидом. Показываю уже быстро, потому что мы их уже делали. И так у нас здесь получится 8 убавлений. Сделали последнее убавление. Далее мы вяжем 8 столбиков с накидом. Вяжем все так же, как и с противоположной стороны. Восемь столбиков с накидом провязали. Далее вяжем 4 столбика без накида. Четыре. И у нас осталось 8 петель. Вяжем 8 столбиков с накидом. Последний 8 столбик с накидом. Далее делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Провязали. Далее будем вязать 9 ряд. Для этого набираем 2 воздушные петли подъема.
Далее вяжем 8 столбиков без накида. Восемь. Далее нам нужно провязать 4 соединительных столбика. 2, 3, 4. Дальше в следующую петлю мы делаем прибавление. В одну петлю мы вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Дальше вяжем 7 столбиков без накида. 5, 6, 7. Дальше мы будем делать убавление столбиками без накида. Заводим крючок за ближнюю стеночку одной петли и за ближнюю стеночку другой петли. Протягиваем через них рабочую нить и вяжем как просто столбик без накида и так далее. Второе убавление. Далее третье убавление и четвертое убавление. Все убавления мы сделали. Далее вяжем 7 столбиков без накида. Здесь также все повторяем. Семь столбиков без накида провязали. В следующую петлю мы также вяжем прибавление. В одну петлю вяжем 2 столбика без накида. Провязали. Дальше вяжем 4 соединительных столбика. 3, 4. И нам осталось провязать 8 столбиков без накида. И делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. Здесь я плотно связала, поэтому немножко будет сложно провязать. Сделали. Дальше делаем еще одну воздушную петлю и ниточку отрезаем. Ниточку, которая останется, вы прячете. И вот такая пинеточка уже у нас получается. Дальше нам нужно связать язычок для пинетки. Для этого мы с пинеточки выворачиваем наизнанку. И смотрите, где мы вязали убавление столбиками без накида, у нас осталась такая вот полосочка из полупетелек. И вот за эти вот стеночки петли мы будем набирать столбики без накида. Получается здесь 8 таких полупетелек. Мы одну пропускаем и со следующей начинаем вязать. Набираем 2 воздушные петли подъема и вяжем еще 5 столбиков без накида. 2 воздушные петли подъема мы будем считать за один столбик без накида. Всего получается здесь нам нужно провязать 6 столбиков без накида. Итак, провязали. Далее делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание. И сейчас мы будем в начале и в конце ряда делать по одному прибавлению. В одну петлю, в самую первую, мы вяжем 2 столбика без накида. Провязали. Дальше вяжем 4 столбика без накида в каждую петлю. 2, 3, 4. И у нас осталась последняя петля. Это та петля, где мы набирали 2 воздушные петли подъема. Сюда мы также провязываем
прибавление. В одну петлю 2 столбика без накида. Провязали. Далее снова 1 воздушная петля, разворачиваем вязание и снова делаем прибавление в начале и в конце ряда. В самую первую петлю вяжем 2 столбика без накида. Дальше вяжем 6 столбиков без накида. И в последнюю петлю мы также делаем прибавление. В одну петлю вяжем 2 столбика без накида. В третьем ряду у нас получится 10 столбиков без накида. И так мы должны провязать до тех пор, пока у нас не получится 14 столбиков без накида в ряду. То есть делаем прибавление в начале и в конце ряда до тех пор, пока не получится 14 столбиков без накида. Далее мы с вами уже встретимся. Итак, провязала я 5 рядов. И в последнем пятом ряду, когда я сделала прибавление, у нас получилось 14 столбиков без накида. Далее снова делаем одну воздушную петлю, и уже шестой ряд мы вяжем без прибавления, просто в каждую петлю по столбику без накида. И в шестом ряду у нас получится также 14 столбиков без накида. Это у нас получается шестой ряд. И давайте самостоятельно мы с вами провяжем до 12 ряда включительно. В каждом ряду просто вяжем по 14 столбиков без накида. Здесь уже ничего сложного нету. Без прибавлений, без убавлений. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и провязываем далее. Встретимся с вами, когда провяжем 12 рядов. Итак, я провязала до 12 ряда. Получается 5 рядов у нас там, где мы делали прибавление, и 7 рядов по 14 столбиков без накида. И вот такой язычок у нас получился. Далее делаем одну воздушную петлю и отрезаем нить. Ниточку потом мы прячем. Все ниточки прячем и отрезаем лишнее. Далее мы будем на пяточке пинетки вязать дополнительный элемент декора, будем его так называть. Для этого нам нужно найти серединку, центр пяточки, центральную петлю, и от нее мы отсчитываем 8 петель. Вязать мы будем за петли, которые находятся между первым и вторым рядом. Итак, делаем начальную петельку и смотрите внимательно, как я завела крючок. А крючок я завела за петельку так, как будто бы мы вяжем рельефные столбики. Вот видите, петельку эту я как бы обняла. Далее набираем 2 воздушные петли подъема и снова же вот таким образом заводим крючок и вяжем столбик без накида. И снова, опять же повторюсь, мы вяжем так, как мы бы провязывали рельефные лицевые столбики. Вот видите? И ниточку также прячем по ходу вязания. Всего у нас должно получиться 17 столбиков без накида. Это вместе с 2 воздушными петлями подъема. Их мы считаем за 1 столбик без накида.
последний столбик без накида. Далее мы делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание. И второй ряд мы вяжем столбиками без накида. Во втором ряду у нас также получится 17 столбиков без накида. Давайте провяжем самостоятельно. Итак, довязали. Начинаем вязать третий ряд. Воздушную петлю мы уже не делаем, а делаем в начале и в конце ряда по 2 убавления. Также за одну ближнюю стеночку петли одной петли и второй. Протягиваем через них рабочую нить и вяжем как столбик без накида. И еще одно убавление таким же образом. Заводим крючок под одну, под вторую стеночку ближнюю петель и вяжем как столбики без накида. Далее вяжем до конца ряда просто столбики без накида, не довязывая до конца 4 петли. Там мы тоже будем делать 2 убавления. Осталось 4 петли. Делаем здесь также 2 убавления. Первое и второе. Провязали. Дальше делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание и четвертый ряд вяжем просто столбиками без накида в каждую петлю, без убавлений. Довязали. Дальше поворачиваем вязание. Воздушную петлю не делаем. В пятом ряду также мы делаем по 2 убавления в начале и в конце ряда. Первое убавление, второе убавление. Дальше вяжем до конца ряда, оставляя 4 петли. И здесь также делаем по 2 убавления. Первое. И второе. Дальше делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание. Шестой ряд вяжем просто столбиками без накида в каждую петлю без убавлений. То есть убавление здесь мы делаем через ряд. Дальше разворачиваем вязание. И снова делаем в седьмом ряду убавления. По 2 убавления в начале и в конце ряда. Убавления делаем в лицевых рядах. Так, дальше один столбик без накида. И снова делаем убавление. Первое. И второе. Дальше делаем одну воздушную петлю. У нас здесь уже осталось 5 петель. Провязываем 5 столбиков без накида. Убавления мы делать больше не будем. Довязываем 8 ряд. Далее нам нужно еще провязать 12 рядов по 5 столбиков без накида. Это уже несложно, и давайте провяжем самостоятельно. В каждую петлю по 5 столбиков без накида.
воздушная петля, разворачиваем вязание и так далее. Итак, эту детальку на пяточке я провязала. Далее нам нужно ее обвязать соединительными столбиками. Для этого делаем начальную петлю и начнем обвязывать. Обвязывать мы начнем с самой первой петли, вот где мы набирали 2 воздушные петли подъема. Вот в эту петлю мы и заправляем нить. Дальше, вот смотрите, сколько у нас рядов. В каждый ряд мы должны провязать соединительный столбик. Вот мы провязали в первый ряд соединительный столбик. Далее ищем второй ряд, а в него также мы провязываем соединительный столбик в крайнюю петельку. Третий ряд, в него мы также провязываем соединительный столбик. Четвертый. И так далее. Обвязываем полностью эту детальку. Вот что у нас получается. Итак, мы обвязываем полностью вот до этого места. Итак, я все обвязала соединительными столбиками. Вот на этом месте я закончила вязание. И далее еще делаем один соединительный столбик в эту петлю, вот, куда мы провязывали 17 столбик без накида, когда мы начинали вязать вот эту детальку. Еще одну воздушную петлю и отрезаем нить. Ниточку потом мы прячем на изнаночную сторону. Там можно еще сделать узелочек и спрятать ее. Дальше мы будем вязать детальку, которая находится впереди пинетки. Для этого нам нужно также найти центр мыска. И смотрите, мы здесь также будем вязать за те петли, которые находятся между первым и вторым рядом. Также будем мы вязать, как будто бы вяжем рельефные лицевые столбики. Таким образом, так же, как и сзади пинетки мы вязали. Итак, находим центр мыска. И от центра нам нужно отсчитать 14 петель в одну и другую сторону. Можно только в одну. Итак, отсчитали. Далее заправляем нить. Для начала делаем начальную петельку. Набираем 2 воздушные петли подъема. И также вяжем, как мы и вязали на задней части пинетки. Вот таким образом вяжем столбики без накида. Как будто бы мы вяжем рельефные лицевые столбики. И нам нужно провязать 27 столбиков без накида и плюс 2 воздушные петли подъема, которые мы считаем за столбик без накида. Всего получается 28 столбиков без накида. И давайте сейчас мы провяжем эти столбики самостоятельно. Итак, 28 столбиков без накида провязали. Далее разворачиваем вязание и уже со второго ряда мы будем начинать делать по одному убавлению в начале и в конце ряда. И дальше вяжем столбики без накида. В конце ряда оставляем непровязанными последние 2 петли. Там мы будем также делать убавление одно.
Итак, 2 петли у меня остались. И сейчас мы делаем убавление за одну петлю и за вторую воздушную петлю подъема также. Делаем убавление. Сделали, разворачиваем вязание. А в третьем ряду мы также будем делать убавление одно в начале и в конце ряда. Так, одно убавление сделали. Дальше вяжем столбики без накида. В конце ряда оставляем 2 петельки для того, чтобы сделать еще одно убавление. Провязываем самостоятельно. Остались 2 петли у меня не провязанными. Делаем убавление. Разворачиваем вязание и вяжем 4 ряд. Также в 4 ряду мы делаем убавление. Одно убавление в начале ряда и одно убавление в конце ряда. И дальше вяжем столбики без накида. В конце ряда оставляем 2 петли для убавления. Итак, остались у меня 2 петли не провязанными. Делаем одно убавление. Четвертый ряд мы провязали. Далее делаем одну воздушную петлю и отрезаем нить. Ниточка нам больше это не понадобится. Ниточку эту прячем потом. Эту детальку нам нужно еще обвязать по краю. И давайте начнем обвязывать. Начальную петельку я уже сделала. И здесь мы также будем начинать вязать с той петли, где мы начинали вязание. Вот она. Заправляем ниточку. И также вяжем соединительные столбики. Сколько рядов, столько соединительных столбиков у нас будет по бокам. Первый соединительный столбик, второй во второй ряд. Третий в третий ряд. Четвертый в четвертый ряд. И дальше начинаем вязать соединительные столбики в петли. И давайте провяжем самостоятельно до конца ряда. И смотрите, что у нас получилось. Обвязала я полностью соединительными столбиками вот эту детальку. Дальше мы будем вязать деталь, которая у нас будет находиться там, где у нас будет шнуровка. Для этого делаем начальную петлю и набираем 25 воздушных петель. Итак, все воздушные петли мы набрали. Далее первую петлю пропускаем, со второй начинаем вязать. Вяжем 9 столбиков без накида.
Сделали. Дальше в 10-ю петлю мы вяжем прибавление. В одну петлю вяжем 2 столбика без накида. Дальше вяжем 4 столбика без накида в каждую петлю по одному столбику. Провязали. Дальше вяжем снова прибавление. В одну петлю вяжем 2 столбика без накида. И дальше вяжем 9 столбиков без накида. Итак, довязали до конца ряда. Далее делаем одну воздушную петлю и разворачиваем вязание. Слушайте внимательно, как мы будем вязать. Вяжем 2 столбика без накида. Далее 2 воздушные петли. Одну петлю пропускаем и в следующую вяжем 1 столбик без накида. И в следующую петлю вяжем второй столбик без накида. Дальше снова 2 воздушные петли. Одну петлю пропускаем, со следующей начинаем вязать. Вяжем 2 столбика без накида. 1 и второй. Дальше снова набираем 2 воздушные петли. Дальше одну петлю пропускаем, со следующей вяжем 1 столбик без накида. Провязали. В следующую петлю мы делаем прибавление. В одну петлю вяжем 2 столбика без накида. 2. Дальше вяжем 4 столбика без накида. 4. В следующую петлю мы делаем прибавление. В одну петлю вяжем 2 столбика без накида. В следующую петлю вяжем 1 столбик без накида. Дальше набираем 2 воздушные петли. Далее одну петлю пропускаем, со следующей начинаем вязать. Вяжем 2 столбика без накида. 1 и второй в следующую петлю. Дальше снова 2 воздушные петли. Одну петлю пропускаем, со следующей вяжем 2 столбика без накида. 1 и второй в следующую петлю. Дальше снова 2 воздушные петли. Одну петлю пропускаем и со следующей вяжем 2 столбика без накида. 1 и второй в следующую петлю. Провязали. Дальше 1 воздушная петля, разворачиваем вязание, вяжем третий ряд. Нам нужно провязать до прибавления 11 столбиков без накида. Вяжем 1, 2, 3 вяжем под 2 воздушные петли. Вот они. И вяжем 3. Дальше в петли вяжем 4, 5, 6 столбик мы вяжем под 2 воздушные петли. 7, 8, 9 вяжем под 2 воздушные петли. 10 и 11. Дальше мы будем делать прибавление. В одну петлю мы вяжем 2 столбика без накида. Далее вяжем 4 столбика без накида. 3, 4. В следующую петлю мы вяжем прибавление. В одну петлю вяжем 2 столбика без накида. И дальше также вяжем 11 столбиков без накида до конца ряда. 2, третий столбик под 2 воздушные петли, 4, 5, 6 под 2 воздушные петли, 7, 8, 9 под 2 воздушные петли, 10 и 11. Нить мы не отрезаем, а начинаем обвязывать соединительными столбиками вот эту деталь. Делаем одну воздушную петлю и вяжем
Один соединительный столбик, второй. И дальше начинаем вязать соединительные столбики в петли уже. А точнее здесь остались по одной стеночке от петли от цепочки из воздушных петель. И вяжем соединительные столбики. Вяжем до вот этого места. И давайте провяжем самостоятельно. Ну вот, смотрите, что у меня получилось. Я довязала. И еще делаем один соединительный столбик в самую первую петельку. Теперь делаем воздушную петлю и отрезаем нить. Все, эта деталька у нас также готова. Еще я сюда вставлю люверсы. У кого нет люверсов, можно оставить и так. И вот что у нас получилось. Ниточки прячем на изнаночную сторону. И вот посмотрите, какая деталька получилась. Я вставила люверсы, и с люверсами она преобразилась. Сейчас нам осталось все эти детали пришить к пинетке. Я использую нить от той пряжи, которой вязала все детали. И из коротенького отрезка пряжи мы достанем 2 ниточки. Эту нить я уже заправила в иглу. И сейчас начнем мы пришивать. Будем пришивать все детали с изнаночной стороны за петли, которая находится на изнанке. Для начала нам нужно сделать узелок. Сделали. И мы будем пришивать пинетку, захватывая вот этот язычок. То есть вот по этой линии, вот как я провожу иголочкой, мы будем пришивать. Сразу будем пришивать 2 части вот этого язычка. Вот таким образом. И уже до конца. И давайте начнем пришивать. Пришивать мы будем, как я уже говорила, с изнаночной стороны вот этой детальки. Пришивать мы будем только за маленькие петли, которые находятся, даже полупетли, которые находятся с изнаночной стороны. И также заводим иглу в маленькую петелечку от пинетки. Так наш шов не будет виден. Шов этот останется внутри, то есть ни с какой больше стороны он не будет виден. Итак, дошли мы до того места, где мы уже будем пришивать вот этот язычок. Язычок пришиваем таким образом. Можно сразу вот эти вот в петли заводить иглу на лицевую, с изнаночной на лицевую сторону. Здесь, видите, вот такая вот петелечка. Вот видите петли. И вот здесь мы будем прокладывать шов. То есть ниточка эта совсем не будет видна. Заводим иглу так, чтобы захватить 2 стеночки вот этого язычка. А также мы пришиваем сразу же этот язычок к самой пинетке. Также вот захватываем иглой только маленькую петелечку от пинетки. И шов этот нигде не будет виден. Я даже не знаю, как здесь можно что-то объяснить. Просто смотрите внимательно, как я пришиваю. И пришиваем сразу же к пинетке самой.
Делаем последний стежочек, пришиваем сразу к пинетке. Итак, все, язычок этот пришит. Дальше шьем самостоятельно вот эту часть. Итак, эту детальку мы пришили. Ниточку я спрятала вовнутрь. И вот что у нас получилось. Дальше нам нужно пришить также детальку, которая находится на мыске. Мы также пришиваем за петли, которые находятся с изнаночной стороны. Итак, детальку мы пришили. Дальше нам нужно связать язычок, маленький язычок на мыске. Для этого находим серединку и отсчитываем вправо и влево по 4 петли. То есть на язычок для первого ряда нам понадобится 8 петель. И здесь мы также будем вязать, как бы мы вязали лицевые рельефные столбики. То есть как бы обнимая вот этот вот столбик первого ряда от подошвы. Точнее, который находится от подошвы. Подошву мы не трогаем. Заводим крючок, протягиваем нить, набираем 2 воздушные петли подъема. 2 воздушные петли мы считаем за один столбик без накида. И далее вяжем еще 7 столбиков без накида. Ниточку, которая у нас осталась, мы прячем по ходу вязания. Первый ряд довязали. Дальше разворачиваем вязание, и мы будем делать убавления в начале и в конце ряда по одному убавлению. Убавление делаем уже вот таким самым простым способом. Сделали. Дальше вяжем 4 столбика без накида. 4. И в конце ряда также делаем одно убавление. Сделали. Разворачиваем вязание и снова начинаем делать убавления в начале и в конце ряда. Одно убавление. Дальше 1. Второй столбик без накида. И дальше снова делаем убавление. Сделали. Делаем воздушную петлю и ниточку отрезаем. Далее нам этот язычок нужно будет обвязать столбиками без накида. Ниточку, которую мы отрезали, я уже спрятала. И начинаем мы вязать с самой первой петли. Начальную петельку я уже сделала, протягиваем ее. Набираем одну воздушную петлю и со следующей начинаем вязать столбики без накида. 1. 2. 3. И так далее. То есть, смотрите, у нас было 3 ряда. По бокам мы вяжем 3 столбика без накида. Далее в петли вяжем столбики без накида. И с этой стороны также мы вяжем 3 столбика без накида. 2 и 3. Дальше делаем соединительный столбик в первую петлю. Еще одну воздушную петлю и отрезаем нить. И также ее прячем. Все ниточки, которые у нас торчат, мы прячем. Этот язычок я также уже пришила. Далее нам нужно пришить ту детальку, где у нас будет шнуровка. И смотрите, мы здесь также будем пришивать за изнаночные петли. И шов этот нигде не будет виден. То есть потайной шов такой будет. Ровненько прикладываем. Вот видите, у нас вот здесь вот видно начало и конец. Вот так вот прикладываем и пришиваем по кругу.
И давайте пришьем самостоятельно. Шнурочек я уже связала. Шнурочек у меня просто состоит из воздушных петель, приблизительно где-то 50-55 сантиметров. Итак, все детальки мы пришили, шнурочки вставили, и вот такие пинетки у нас получились. Если остались какие-то вопросы по этим пинеткам, не стесняйтесь, пишите, спрашивайте, а лучше пишите мне в Инстаграм, там я всем всегда отвечаю. Но у меня на этом все. Если понравилось это видео, ставьте лайк, не забывайте, а также подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересных мастер-классов. А я вам всем желаю творческих успехов и ровных петелек. И до новой встречи в новом видео. Пока!